Здорово! Сегодня расскажу про аккумуляторную воздуходувку с маркетплейса. Покажу, на что ее хватает, есть ли смысл ее покупать. На каждом маркетплейсе их миллион версий. Может, они чем-то и отличаются, но я сильно не запаривался. Конкретно это поставляется в картонной коробке. Также имеется двухсторонняя инструкция на английском и китайском. Шнурок Type-C коротенький такой. Резиновая насадка. Ну и, естественно, сама воздуходувка. Габариты и характеристики. Весит эта штука 185 грамм. В длину она почти 13 сантиметров. 129,8. Толщина корпуса 46 на 28. Диаметр на самом вентиляторе 38. Под вентилятором имеется фонарик. Имеется 4 скорости. Максимальные обороты 120 тысяч в минуту. Мощность заявлена 180 Вт. Включается нажатием. Для включения нужно щелкнуть один раз, и в дальнейшем скорости переключаются с первой, второй, третьей. Для включения четвертой турбоскорости нужно включенную зажать. Аккумулятор здесь 4 ампер-часа. В карточке товара указано, что она может работать до 2 часов на одном заряде. Но по ощущениям 2 часа она может проработать в лучшем случае как фонарик. Все, что здесь предусмотрено из индикаций, это одна лампочка над гнездом зарядки. Красная заряжается, зеленая зарядилась. Никакого показометра тут не предусмотрено. Сначала я думал, что индикация здесь это моргание. После выключения, но оно всегда моргает двумя точками при любом заряде. Когда разряжается, просто резко вырубается и перестает подавать признаки жизни. Была вообще мысль, что она накрылась, потому что когда подключил к зарядке, реакции ноль. Выяснилось, что от нормального толстого кабеля она заряжаться не хочет. Пришлось брать вот этот тонюсенький. Сопла держатся на магните. Примагничивается и поворачивается до щелчка. Если надеть комплектную фиговинку, от малейшего касания оно падает. С мужиками такое случается. Не часто, один разок из 5. В отзывах на маркетплейсах люди часто направляют поток воздуха на весы. Не уверен, что в этом есть смысл. Мне не впадло. Что касается насадок, резиновая есть в комплекте, плюс продаются отдельно напечатанные на 3D. За исключением разве что насадки для надувания матрасов, все они бесполезны. Говно. Просто снижается КПД. У крыльчатки есть предел давления, которое она может развить, поэтому излишки выдавливаются назад. Грубо говоря, происходит срыв потока, и воздух начинает рециркулировать. То есть, если на сопло приписюнить какую-нибудь узкую насадку, воздух будет просто выходить сзади. В то время как без насадки все работает правильно. Сзади забирает воздух и по оси его фигачит. Без насадки это разве что как карманный фен использовать. Для чего эта штука может пригодиться? Подходит для чистки электроники, автомобилей, бытовых приборов, разного оборудования, розжига огня, мангал там раздувать. В мастерской она может быть полезна, даже если у вас есть компрессор. Другой раз просто с верстака задуть смесь самое оно. Еще мне эта штука пригодилась при заливке одной деталевины термоклеем. Не пришлось ждать, пока клей остынет, застынет, просто продул и готово. Для понимания мощности я его вам покажу в тазу с керамзитом.
Плюсы, минусы, нюансы. Плюсы. Маленькая, легенькая, но при этом достаточно мощная. Стоит на сегодняшний день меньше 10 баксов. Фонарик есть. Опять же, мелочь, а приятно. Когда внутрь корпуса залазишь, что-то продуваешь, сразу подсвечивая. Очень удобно. Класс. Минусы. Сопло держится на магните. Ну, как бы прикольно, но не очень практично. Да, конечно, можно его супертехнологичным способом зафиксировать, но такое себе. Еще раздражает, что для выключения кнопку надо прям зажимать. Это вот когда постоянно туда-сюда бесит. То есть включил щелчком, а вот обратно надо удерживать. Как по мне, неудобно. Потому что нельзя было вторую кнопку сюда приспособить. Еще из безячего это отсутствие индикатора заряда аккумулятора. Ну, так все. Из нюансов я бы отметил, что они часто продаются сильно дороже с набором разных насадок. Они все бесполезны, поэтому не переплачивайте. Итого. Полноценный продувочный пистолет, подключенный к компрессору, эта штука не заменит. Да и при сильно засранной технике, конечно, вот баллон со сжатым воздухом тоже. А для большинства мелких задач подходит идеально. Я уж не говорю, что эта штука сильно дешевле, чем эти баллоны покупать. Да и в квартире, например, компрессор поставить, это такое себе. Да продуть клавиатуру он и не нужен. За те деньги, что она стоит, вполне себе приятная мелочь. Купить, попробовать рекомендую. И еще, если у кого-нибудь была в пользовании такая штука, не влом, напишите в комментариях, как она. Стоит того, нет. Ну, собственно, и все. Кому не сложно, лайк, подписка. Всем удачи. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться.